Приветствую, друзья! С вами Кривых Олег, компания Саварус. Я нахожусь в городе Карасук. Приехал на пуск-наладку нашего автоматического твердотопливного котла на 300 киловатт. Котел будет отапливать большое здание на 2000 квадратных метров. Это здание будет сдаваться либо в аренду, либо владелец будет использовать для своих нужд. Сам владелец имеет несколько магазинов мебели, и также он занимается производством мебели. Вот такое вот здание, оно угловое, находится на одной из центральных улиц. Ну тут как бы с этой стороны частный сектор, да, а с этой стороны уже идет рынок, достаточно большой, вот чуть подальше. Вот, получается вот такое здание, оно буквой Г. Вот если посмотреть с этой стороны, да, то есть входит здание, сейчас давайте пройдемся, здесь разгрузочная зона, вот такое длинное здание, буквой Г. Сейчас давайте я зайду внутрь и покажу вам. Итак, вот смотрите, тут находится первый этаж, высота порядка 3-3,5 метров. Отопление идет на наших тепловентиляторах Саварус, по ним я отдельно сниму видео. Вот так вот буквой Г, вот получается колонны, наши тепловентиляторы. Так, давайте поднимемся на второй этаж. Там уже более высокая степень готовности. Такая лесенка. Вот, друзья, вот такая вот красота. Владелец говорил, что какая-то крупная сеть хотела арендовать. Место интересное. Наши тепловентиляторы. Вот такой большой зал. Уже плитка постелена. Потолки скоро закончат. Получается, можно открыть какой-нибудь большой супермаркет, магазин электроники, да все что угодно. По запуску тепловентиляторов у меня будет отдельное видео, смотрите. Вот работяги работают. Там дальше идут офисные помещения. Но в основном это идет один большой зал. Буквой Г. Здесь отопление. Идут радиаторы. Вот такое небольшое помещение. Вот тут идет вторая лесенка, да? Все, мы вернулись на входную зону. Вот центральный вход. Здесь потолки чуть пониже, но тоже можно будет открыть, да все что угодно. То есть для коммерческих целей наш котел прекрасно подходит в местах, где нет газа. Еще раз давайте пройдемся и пойдем посмотрим котельную. Вот такое большое здание. Каждый этаж по 1000 квадратных метров. Отапливается тепловентиляторами во всем объеме. Так как это отопление считается одним из лучших для объемных помещений, мы заказчику предложили наше решение. Тепловентиляторы Саварус и котел Саварус. Ну что, друзья, давайте посмотрим котельную. В процессе пуска-наладки можно будет посмотреть запуск системы, запуск тепловентиляторов. Это будет в моих следующих видео, после того, как будет запущен котел в работу, запущено тепло, и, соответственно, поэтапно будет
большая серия видео, порядка 20, наверное. И если вам нужно будет ознакомиться с каждым аспектом системы отопления таких объектов, торгово-выставочных комплексов, то, пожалуйста, смотрите, заходите на наш канал, смотрите весь плейлист. Так, друзья, вот она, котельная, двухэтажная. Здесь идет монорельс загрузки угля. У меня есть отдельное видео, где идет загрузка, да? Сейчас давайте котельную быстро посмотрим. Так, вот наш котел. Наверху уже подметает Виктор. Система обвязки. По ней будет отдельный видеообзор. Распределительный коллектор тоже посмотрим. Отдельное видео. Вот вентиляторы. Так, бункер находится сзади котла. Он на 2000 литров. Загрузка сверху. Сейчас все посмотрим. А с передней стороны дверцы. Снизу именно для золы. Вентиляторы. Наши горелки. Блок управления. Это будет все отдельное видео. То есть по каждому аспекту, по вентиляторам, по сборке, по установке, по моторедукторам у меня будет отдельное видео. Вот моторедукторы. Как устанавливать, как настраивать, как подключать. Полностью все, что необходимо, вы все увидите. Так, давайте посмотрим второй этаж. Кстати, вид сверху. Это люк для теплообменников, бункер. То есть в целом котел занимает, знаете, лицевую часть, да, а все, что сзади, то, что подается топливо, это все находится сзади. Вот такой порядочек навел Виктор. Вот бункер. Как загружать топливо, у меня есть отдельное видео. Идет кран-балка монорельс, ну это телефер называется, да, на монорельсе. Она откатывается туда, поднимает уголь, сюда закатывается и сгружает. То есть интересно, ищите на канале, как загружается топливо на этом объекте. Сам дымоход в такой конфигурации. В общем, друзья, такая вот котельная. Можно будет позаимствовать идею. Так, вот, топливо уже готово. Розжиг, так скажем. Вот сейчас давайте включу контроллер. Вот, сейчас все протестируем и начнем запуск нашего котла. Ну вот, друзья, все посмотрели, здание посмотрели. Отдельно я буду уже в процессе пусконаладки ходить, снимать видео по прогреву трасс, про запуску тепловентиляторов и так далее. То есть, если интересно, заходите, смотрите, в плейлисте все будет. Ну что, друзья, на этом я буду заканчивать свой краткий вводный видеообзор по объекту, по котельной. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Кривых Олег, компания Саварус. И пусть в вашем доме всегда будет тепло.